Представьте себе шок ученых, когда они совершенно случайно наткнулись на настоящую акулью могилу. Хотя, справедливости ради, это не совсем кладбище, так как они, похоже, действительно готовятся к своему последнему часу, но никто не ожидал найти нечто подобное. На самом деле, никто даже не предполагал, что что-то такое существует в природе. Это необычное открытие было сделано исследовательской группой на судне Investigator, когда они изучали биологическое разнообразие в недавно созданном морском парке Кокосовые острова. По сути, у ученых не было намерения искать подобные кладбища. Они просто зачерпывали все, что могли найти на дне, а потом изучали полученные образцы. Сначала им показалось, что они подняли лишь обычные камни и прочие неинтересные отложения, но вскоре оказалось, что это были акульи зубы. Действительно, невероятное количество зубов. К тому же, не все акулы, которые их оставили, были ископаемыми. Например, среди находок оказались довольно свежие зубы акулы мако и нескольких видов, родственных большой белой акуле. Кроме того, был обнаружен зуб мегалодона, или его ближайшего предка. В итоге ученые собрали 750 зубов, что натолкнуло на очевидный вопрос: откуда взялось такое количество зубов в одном конкретном месте, у подножия подводной горы Мюрфилд? Здесь есть две версии. Или местность обладает такими свойствами, что зубы приносятся сюда течениями, или же они накапливаются на этом месте из-за подводного рельефа. Либо это на самом деле кладбище, где акулы собираются перед смертью. Но если это кладбище, то где же прочие части акул? Неужели остались только зубы? Оказывается, могли. Дело в том, что акулы — это хрящевые рыбы. Их скелет состоит из хрящей, а не костей. Их зубы минерализованы и состоят из фосфата кальция, благодаря чему могут сохраняться нетронутыми длительное время. Мягкие акульи скелеты разлагаются довольно быстро, поэтому нет никаких устрашающих подводных полян, усеянных костями акул. Никакого морского аналога кладбища слонов из «Короля льва» не существует. Именно поэтому огромное количество зубов, найденных в одном месте, наводит ученых на мысль, что эти акулы действительно там погибли от естественных причин. Все эти акулы умерли своей смертью, без вмешательства людей. Вот это, кстати, и есть незаконное кладбище акул. Это место, где рыбаки избавляются от случайно пойманных морских хищников. Но это совершенно не то же самое, что происходит на дне океана. Давайте вернемся к естественным причинам смерти. Что на самом деле происходит, когда акула стареет? На самом деле, это потрясающие существа, способные восстанавливаться после серьезных травм и обладающие естественной защитой от многих возрастных заболеваний. Но никто не вечен, даже акулы, и они тоже поддаются старости. Или, по крайней мере, становятся настолько старыми, что теряют рассудок, а вместе с ним и возможность охоты. Когда в твоей жизни главное — это умение найти, поймать и съесть свою жертву, старость может повлиять самым различным образом. Например, некоторые акулы могут погибнуть от голода, потеряв зрение, и просто не смогут нормально охотиться. Другие акулы страдают от болезней, вызванных ослаблением иммунной системы. Кроме того, с возрастом акулы подвержены множеству заболеваний и патологий, которые могут ускорить процесс их смерти. К примеру, у них могут развиваться проблемы с пищеварительной системой, кожные заболевания или же недуги внутренних органов, что увеличивает их уязвимость. Акулы — хищники, и они регулярно получают травмы во время охоты или из-за столкновений с другими видами. С возрастом, когда их рефлексы замедляются, а физическая форма снижается, они становятся менее успешными охотниками и чаще сталкиваются с соперниками. Тем не менее, следует упомянуть важную вещь, словно дисклеймер. Несмотря на все старания ученых, многие аспекты старения и умирания акул остаются загадкой. Акулы обитают на больших глубинах, а исследовать морские пучины тяжело, дорого и сложно. Однако, опираясь на знания о других группах животных и наблюдая за акулами в природной среде, можно высказать предположение, что старение влияет на акул так же, как и на прочих животных. Хотя некоторые болезни, связанные со старением, могут поражать акул менее значительно, чем многих других существ.
Это связано с тем, что акулы получили свои гены в генетической лотерее. Гены акул защищают их от многих возрастных недугов, способствуют быстрому восстановлению и даже делают их более устойчивыми к раку. В некотором смысле рак также можно считать возрастным заболеванием, учитывая, что риск его появления увеличивается у стареющих организмов. Сравните. У нас, людей, нестабильные гены, что делает наши тела более уязвимыми. Акула же существует на планете столько времени и занимает верхушку пищевой цепи, эволюционируя в идеальную форму. Их ДНК может самовосстанавливаться и более стойко к повреждениям, следовательно, риск рака ниже. Однако у акул тоже есть проблемы, продиктованные эволюцией. Распространено мнение, что акулы, перестав плавать, погибают, но это правило не универсально для всех видов. Тигровая акула, к примеру, может дышать, оставаясь неподвижной, так как она втягивает воду в рот при помощи мышц челюсти. Но некоторым видам акул такая возможность недоступна. Большая белая акула, китовая акула и акула мако не обладают челюстными мышцами. Вместо этого они полагаются на обязательную таранную вентиляцию. Этот способ дыхания требует, чтобы акула плавала с открытой пастью. Чем быстрее они плывут, тем больше воды проходит через жабры. Если они прекращают плавать, они не получают кислорода и погибают. Таким образом, последний поступок таких акул перед смертью — это прекращение плавания. Поступление кислорода останавливается, и на этом все. Кстати, именно поэтому, когда исследователи ловят акул, чтобы прикрепить маячок, они заливают воду им в рот. Она покидает через жабры, и акула получает необходимый кислород. Если задуматься, это невероятно неудобный способ получать воздух. Вообще не стоит забывать, что акулы не готовятся к своей собственной смерти, по крайней мере не так, как это понимают люди, ведь это дикие животные. Их поведение в первую очередь определяется инстинктами и насущными нуждами выживания, а не осознанием чего-то долгосрочного и саморазрушительного. Акулы, как и другие животные, стареют и сталкиваются с теми же проблемами, что и пожилые люди. Разница лишь в том, что для высших хищников эти чувства воспринимаются немного иначе. И позаботиться о них некому. Нет акульих домов для престарелых или чего-то подобного. Если честно, у животных нет нашего аналогия смерти от старости. Они не умирают спокойно в своей кровати, как это происходит у нас. Не бывает так, чтобы акула плавала по своим делам и вдруг резко умерла. Можно сказать, что хотя акулы стареют, ученые не имеют достаточных доказательств, что эти рыбы умирают именно от старости, то есть от того, что исчерпали некий жизненный ресурс. У некоторых видов даже не предполагалось бы существование такого пика. Они продолжают расти всю жизнь, пока эта жизнь не обрывается. Так как можно изучать что-либо в таких условиях? Самая распространенная причина смерти акул вообще не связана с их старением или естественным циклом жизни. Это чрезмерный вылов. Величайшая угроза для акул. Каждый год погибает более 100 миллионов особей, многие из которых становятся жертвами ради их плавников. Проблема усугубляется особенностями самого вида. Акулы растут медленно, имеют долгое время беременности, а для достижения половой зрелости требуется много времени. Мы зачастую обсуждаем инвазивные виды, которые размножаются быстро и в огромных количествах, вследствие чего их популяции невозможно истребить, даже приложив всевозможные усилия. Акулы же, напротив, полностью противоположны этому. Помимо того, что акул ловят ради их плавников, мяса, жира, печени, хрящей кожи и даже зубов, существует еще одна проблема — непреднамеренный вылов. Это случайный улов вида, когда рыбаки изначально не ставили задачу поймать акул. То есть акулы попадают в сети невольно, и ежегодное количество таких уловов исчисляется десятками миллионов. Примерно 80 миллионов акул погибает из-за деятельности рыбаков каждый год, почти треть из которых находится под угрозой исчезновения. Имейте это в виду.
И несмотря на то, что с 2012 по 2019 год законы по защите акул от улова ради плавников ужесточились в 10 раз, это не помогло. Смертность акул продолжает расти. Но что же все-таки происходит с акулами после их смерти, если они не становятся жертвами рыболовов и не попадают в суп? Все оказывается просто. После смерти туловище акулы опускается на дно океана, завершая свой жизненный цикл и питая падальщиков, включая глубинных акул. Да, одни акулы поедают других. Природа весьма жестока. И, кстати, в отличие от многих других рыб, акулам ничто не мешает тонуть после смерти. У них просто отрицательная плавучесть. В отличие от костных рыб, у акул нет плавательного пузыря, их плавучесть обеспечивается содержанием масла в печени, а после смерти, из-за отсутствия мышечного контроля, акулы просто опускаются на дно океана. Но для создания акульего кладбища недостаточно просто умереть и опуститься. Необходимо, чтобы это произошло одновременно со множеством акул в одном и том же месте. И это совершенно реально. Большие белые акулы по своей природе одиночные существа. Это немного успокоит любителей челюстей. Однако на протяжении более 10 лет ученые наблюдают за местом, куда ежегодно собираются сотни этих акул. И, вероятно, сборы начались намного раньше, чем просто заметили люди. Это место находится между Гавайями и Нижней Калифорнией, в Мексике. Никто не может объяснить, зачем и почему акулы снова и снова приплывают сюда каждый год. С января и до начала весны угрожающие морские хищники просто швартуются здесь, несмотря на все. Они ведут себя странно. Ныряют на 300 метров ко дну океана и вскоре снова поднимаются каждые 10 минут. Ничего подобного не фиксировалось в поведении белых акул в процессе миграции в других местах. Ученые узнали о этих удивительных встречах благодаря трекерам, а ситуация выглядит так же запутанно, как и звучит. Казалось бы, акулы крупные, наблюдать за ними должно быть просто, но, похоже, мы все еще знаем о них недостаточно и постоянно вынуждены делать предположения. Например, можно предположить, что под этим странным местом скапливаются и белые акулы, и что, возможно, какое-то количество из них приходит туда умирать. Однако проверить это довольно сложно. Кладбище, о котором шла речь в начале, вообще находилось на глубине 5600 метров от поверхности океана. Исследовать такое место — настоящая задача. Может показаться, будто поплавать километры ради какой-то неопределенной цели, да еще и умереть в конкретном месте — это странно. Но для акул это явление вполне нормальное, им не впервые плыть черт знает куда ради каких-то непонятных нужд. Они делают это постоянно. Большие белые акулы — одни из самых выносливых путешественников на планете. Их можно увидеть на самых экстремальных маршрутах в Мировом океане. Например, в начале 2000-х одна большая белая акула прошла около 20 тысяч километров от Южной Африки до Австралии и обратно за 9 месяцев. Зачем? Понятия не имею. Просто мигрировала. Когда ученые прикрепили к этой акуле трекер, это подтвердило, что она каждый раз совершает подобные путешествия по океанам и делает это довольно быстро. Так почему же другие акулы не могут плавать в неожиданные места с неочевидной целью, к примеру, чтобы умереть? Они точно на это способны.